Многие здесь работают на соседних островах, и им приходится каждый день добираться в офис на паромах. Даже со скидкой местного жителя это дорого. Хотя государственные школы бесплатные, если вы хотите, чтобы дети обедали в столовой, нужно платить. Оборудование для серфинга очень дорогое, пока я не готова потратить столько денег. Зато здесь королевским указом бесплатные пляжи, всем доступные океаны солнца, которые ярко светит 350 дней в году. Хотя еще 2 года назад за солнечный свет абсолютно всех обязали платить налог. А тех, кто отказывался платить, ждал штраф от 6 до 30 миллионов евро. Добро пожаловать на Канары. Это жизнь других. На Канарских островах живут более 2 миллионов человек. И ощущение, что все эти люди живут в раю. Ну, сами подумайте, океан, солнце, пальмы. Ну, неужели у этих людей нет, хоть маленьких проблем? Давайте же сегодня все это и узнаем. Если бы я родилась на Канарских островах, как Хуан Мануэль, могла бы управлять фермой, на которой выращивала бы не помидоры или кукурузу, а алоэ. Здесь всегда такая хорошая погода, что можно жить хоть в скале, как Хосе Луис Барбера, один из немногих представителей коренного народа Канар – гуанчей. Я бы точно целый год готовилась к местному карнавалу, как Барха Касилья Толедо. Когда я выигрывала бы премии на конкурсах костюмов и макияжа, мной бы гордилась вся моя семья. Но неважно, в какой бы семье я ни родилась, моего появления на свет с огромной радостью ждали бы мама и папа. Мы очень рады, когда отец хочет присутствовать на родах. Мы поддерживаем метод кожа к коже, когда ребенка сразу после рождения дают в руки матери, чтобы он смог почувствовать ее запах и тепло. А вот если у роженицы было кесарево сечение, мы дадим малыша на руки папе, пока будем приводить маму в порядок. Все больницы на Канарах отличные. Я выбрала рожать в государственной. Единственной проблемой было то, что у меня были близнецы, и мне пришлось ездить в госпиталь на севере острова. Роды в клинике бесплатные, так как покрываются либо общей социальной страховкой для государственных клиник, либо для частных госпиталей. Страхование есть у каждого жителя острова. Канарские острова находятся в Атлантическом океане. Ближе всего к ним Западная Сахара и Марокко. Тем не менее, принадлежат они королевству Испании. Жизнь местных жителей неразрывно связана с солнцем и водой. Дети на Канарах учатся плавать, как только научились ходить. Уже с 3 лет они регулярно ходят или в бассейн, или на пляж. Например, мой сын, когда ему едва исполнилось 3 года, впервые стал на доску. Серфинг – довольно дорогой вид спорта из-за экипировки. Но доска есть у каждого местного жителя. Самый дешевый костюм будет стоить около 150 евро, а доска – от 100 евро. Но местные обычно выбирают более дорогие марки и, конечно же, несколько комплектов. Зато за волны и пляжи канарцам не нужно платить ничего. Об этом позаботился король Испании. Благодаря королевскому указу все пляжи принадлежат людям. У нас запрещены частные пляжи. Все, что создано природой, наше. А вот не жалеют денег здесь и на самый главный праздник островов – карнавал.
В нашей школе каждый год проходят специальные карнавальные мероприятия, которые длятся целую неделю. А на выходные мы, конечно же, надеваем костюмы. Я в прошлом году был тореадором. С моей лучшей подругой мы были конфетками M&M's. А вот Борха участвует в карнавале как профессионал. И я хочу узнать, как работают те, чья работа и есть праздник. Слушай, ну а покажи мне этот глаз твой. Ой, ужасненько. Ты хорошо видишь, все нормально? Да, это специальные линзы для выступлений. Правда, немного не вижу периферическим зрением по сторонам, но ничего, я уже привык. Хочу тебе сказать, что первый раз в жизни сижу и смотрю, как мальчик красится. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, то есть вот ты участвуешь в карнавале. Кто оплачивает весь этот банкет? Костюмы, вот тот же макияж, косметика, репетиции, вот залы аренды. Вот кто это все оплачивает? Макияж, линзы – все это мое. Но, конечно, костюмы, постановки, оплата помещений для тренировок, декорации – все это стоит огромных денег. Поэтому мы ищем спонсоров, которые могли бы помочь нам финансово. А мы за это делаем им рекламу во время карнавала. Ведь самых ярких участников показывают по всем каналам телевидения. Фото идут в местную и международную прессу. Каждый год на карнавале проходит конкурс на лучший костюм, образ, представление. Я выигрывал его дважды. В судьях очень много человек, от мэров городов до звезд из Мадрида. Победить хочет каждый, но в финал выходит максимум 16 человек. Скажи мне, то есть я так правильно понимаю, что когда вы участвуете в карнавале, у вас финал выходит, там сколько-то, 16-20 участников, и вы боретесь за главный приз, правильно, который денежный. Сколько денег вы можете выигрывать? Главный приз – это 2400 евро, с которых нужно еще заплатить налоги и разные взносы. Поэтому на руках остается 1800. Но мы не участвуем в конкурсе и карнавале из-за денег. Мы приходим на карнавал ради праздника, ради исполнения детской мечты. Валюта Канарских островов такая же, как в Испании, евро. А дебетовая карта Тинькофф мультивалютная. Поэтому я могу снять, например, евро в любом банкомате мира без комиссии. Но привлекает не только это, а условия. Начиная от кэшбэка до 30% с покупок, заканчивая удобным мобильным приложением банка. Более того, по последнему исследованию, Тинькофф – третий банк в России по числу клиентов. А среди частных банков – первый. Убедитесь в возможностях банка сами. А оформив карту по ссылке в описании и потратив в течение месяца от 5000 рублей, 1000 вернется обратно. И еще получите 10% годовых на остаток по счету до конца года. Местные жители также с детства мечтают помогать природе и хотят максимально сохранить свои острова чистыми. Поэтому всегда выбирают экологически безопасные продукты, даже если они будут стоить в несколько раз дороже. Например, солнцезащитный крем, без которого на солнечных островах не прожить, заменяют соком алоэ. Благо, что здесь находится несколько огромных ферм по выращиванию этого неприхотливого, но такого полезного растения. В нашем климате за ними очень легко ухаживать. Их даже не нужно поливать. Мы поливаем кусты 1-2 раза в месяц летом, а зимой, если есть дожди, не поливаем вообще. Главное для них – солнце и местная почва. Вы знаешь, некоторые люди выращивают алоэ дома, вот на балконе где-то. Это такое же алоэ, как и у вас здесь, или они отличаются? В мире существует больше 300 сортов алоэ. Наш вид считается северноафриканским. Его можно узнать по большому желтому цветку. Сок из этого растения можно пить для поднятия иммунитета и повышения метаболизма. Мы используем его для кожи вместо солнцезащитного крема и для заживления воспалений или порезов. Теоретически вы могли бы вырастить его дома, но с условием, что обеспечите ему очень много солнца и никогда у вас не будет температуры ниже 12 градусов. А вот скажи, пожалуйста, знаешь, вот даже в супермаркетах, в аптеках приходишь и продается алоэ, там написано 99% алоэ.
То есть это на самом деле так или все-таки нет? Действительно, так как алоэ Канарских островов считается одним из лучших в мире, его очень часто подделывают. Лично я видел больше 30 фирм, которые утверждают, что используют наши растения, но это неправда. Компаний на Канарах всего 2, и они имеют государственный сертификат, подписанный королем. Часто используется алоэ, выращенный неестественно быстро, в неправильных условиях. Он слишком сухой и теряет свои полезные вещества. Его смешивают с водой и продают банку ценой в 2 евро за литр. С настоящим алоэ такая цена просто невозможна, ведь на 1 литр уходит минимум 5 больших листов. Ну то есть если видите, что алоэ стоит 2 евро, то не покупайте. А вот 50 евро спокойно покупайте, правильно? Местные жители очень заботятся о своем здоровье, но больше всего проблем у них с зубами. И все из-за воды. К тому же раньше на островах не хватало врачей и лечили людей в спешке довольно грубо. Дело в том, что когда идет дождь, вода из туч хорошая, чистая. Но она падает на наш остров сквозь леса растений, которые здесь с доисторического периода, и вбирает в себя очень вредные и опасные компоненты для эмали. Они разрушают зубы, поэтому большинство местных жителей страдает от кариеса, пигментных пятен на зубах и желтизны. Местные жители по максимуму используют то, что им дала природа. И в первую очередь это солнце, ветер и вода. 30 лет назад у нас даже появилось целое поколение, которое боялось дантистов и обращалось за помощью, лишь когда помочь было невозможно. Сейчас молодое поколение изменило ситуацию. Врачей достаточно, как и клиентов. Я боюсь дантиста только когда он показывает счет, и я плачу кредиткой. Не боятся дантиста и современные канарцы Антонио и Хульетта. Кстати, давайте узнаем, как выглядит типичный местный дом. Какие люди, как дела? Замечательно. Так, ну давай, рассказывайте, как вы живете. Чао! Так, ну что у вас тут? Фотографии, такой коридорчик, ага. Здесь живут наши малыши. Ага, дети, да? Ну вижу, да, это ваши, апартаменты. Так, следующая комната тут тоже. Вот здесь мы работаем, если идет дождь. Рабочий кабинет с диваном. Ну, а что, тоже нужно отдохнуть, все правильно. Это ваша спальня, да? Ой, ну слушай, зацепилась я в вашей спальне. У вас такая просторная спальня, хочу тебе сказать, да. И у вас тут свое... Здесь небольшой туалет. Сколько у тебя украшений. Ну, вообще испанки любят, да, украшения, да? Конечно. Вот видишь, все женщины... И тут видишь, сережки. Ты видишь, ну, господи, ну так, все женщины одинаково во всем мире. Так, дальше что у нас? Это общий душ. И вот это ваша общая комната. Хульетта, а скажи мне, как вы тут размещаетесь все вчетвером? Вам не мало места? Или каждый в своей комнате сидит? А мы здесь не бываем. Мы в доме только спим. Или когда на улице холодно, а это буквально несколько дней в году. Вся наша жизнь проходит на террасе. Там мы завтракаем, работаем, обедаем, ужинаем, общаемся и отдыхаем. А если поссоримся, так еще и один из нас там спит. Практически во всех домах на островах есть террасы, а также большие гаражи. На Канарах не очень хорошая система общественного транспорта, поэтому у каждого взрослого есть машина. Я живу далеко от университета, поэтому купил себе машину. У нас есть только автобусы, нет метро. Добраться на общественном транспорте теоретически можно до любой точки острова. Но вопрос в том, сколько времени это займет. На машине еду в университет 15 минут. На автобусе мне пришлось бы сменить несколько линий, и это заняло бы часа полтора. У семьи из 4 человек обычно 3 машины. Их стоимость ниже, чем на материке или в других странах. Дело в том, что Канарские острова – беспошлинная зона. Если на материковой Испании только налог на добавочную стоимость составляет минимум 21%, на Канарах совсем другая система. У нас есть лишь один налог на товары и услуги – всего 7%. И все.
Также в огромных гаражах любят хранить вещи, делать дополнительные комнаты для подростков и даже устраивать вечеринки. Но выход на террасу через кухню. Вот тут немного козьего мяса и местной картошки, если что-то захотим перекусить. А дети козу едят? Дети едят все, абсолютно все. Ну подожди, а есть такое, что твои дети говорят, нет, фу, не люблю, такое не буду есть? Честно говоря, нет. Они едят очень много фруктов, все овощи, любые виды мяса и морепродуктов. Даже есть здесь местный фрукт, очень популярный – гуайява. Я лично его терпеть не могу. Так тяжело чистить, а малыши уплетают за обе щеки. А как вы детей, знаешь, вот, у других родителей есть проблемы заставить ребенка есть овощи, там каши, даже мясо такое. Как вот ты учила своих детей есть? Просто говорила, что нет другой еды, ешь овощ и все. Или как? Или они сами родились уже с желанием есть все? Здесь очень популярный метод baby-led weaning. Это означает, что детей с 8 месяцев переводят на твердую пищу, и они сами выбирают, что есть. Это им очень интересно. Правда, я все же делала пюре. Выбирала самые яркие продукты, красивых цветов. Если им нравился цвет, они сразу же хотели попробовать. Ну а третье правило – самим есть правильно. Иногда хочется перекусить чипсами или шоколадкой, но я себя сдерживаю, чтобы дети за мной не повторяли. Ну вот, дорогие мамочки, вам лайфхак, так сказать, не побоюсь этого слова, да, с Канарских островов. То есть разноцветные пюрешечки и просто сами ешьте эту еду. И тогда ваши дети, скорее всего, тоже будут это делать. Также мы показываем нашим детям, откуда берется то, что попадает к ним на стол. Как растут овощи, несутся куры. Это очень типично для Канар понимать, откуда появилась твоя еда и насколько она качественная. Поэтому у многих есть свое небольшое хозяйство – огород, курятник, сад. И на продукты мы тратим мало, покупаем только морепродукты, вино и бакалею. Вот наша терраса. Вот здесь мы на самом деле живем. Слушай, я тебе хочу сказать, что в принципе не было смысла смотреть твою квартиру, когда у тебя тут столько пространства. Утром я завариваю себе кофе и сажусь работать. Целый день я смотрю на горы, дышу свежим воздухом. Конечно, ты смотришь на горы. Боже, это самый прекрасный рабочий кабинет, который я себе представляю. Местные жители и те, кто родился на Канарах, вряд ли когда-нибудь купят дом прямо возле океана. Неудержимое желание жить возле пляжа – это все-таки часто встречается у туристов. Канарцы выберут дом в середине острова, ближе к горам. Здесь спокойнее, меньше влаги, нет ветра. А на пляж всегда можно попасть за 5 минут. Скажи мне, сколько стоят такие апартаменты здесь, вот на островах? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что этот дом строили родители моего мужа. Это типично для Канар, что родители строят одноэтажный дом, а потом достраивают верхний этаж для своих детей. Также планируем сделать и мы. А если говорить о похожих домах, сейчас в связи с эпидемией цены очень упали. Прекрасный огромный дом в горах с видом на океан можно купить меньше, чем за 250 тысяч евро. И, кстати, сейчас на рынок вернулось агентство по недвижимости Vim Canarias, которому в этом году исполнилось 10 лет. Уже работают и ждут вас 5 офисов, в каждом из которых команда говорит на 13 языках. На Канарах идеальный климат, чистота, океан, довольно доступные цены. Разве вам не хотелось бы здесь жить? Еще одним плюсом для Хульетты стало то, что рядом с их домом находился садик, в который отдали Луку и Сиру. Обычно декрет здесь длится 16 недель. Я отдала детей в садик чуть позже, 8 месяцев. Нам повезло, так как он находился буквально под домом и стоил всего 150 евро за ребенка. На материковой Испании это было бы минимум в 2 раза дороже. В Испании считается, что чем младше дети, тем младше должна быть их учительница. Например, как Диана. Я так понимаю, ты учитель младших классов, да? Да, именно так. Моя группа – это дети от 3 до 6 лет. Хотя я работаю еще на продленке с учениками до 12 лет. Но в основном, да, младшая школа от 3 до 6. То есть это практически получается детский сад. Ну, как для нас, наверное. Но, честно говоря, когда я тебя увидела, я подумала, что ты ученица старших классов, что тебе лет 15. Сколько тебе лет? Мне 22 года. И да, я только недавно закончила университет.
Что ты делаешь с детьми, вот скажем, с 3 до 6 лет? Чему их учат здесь или просто играют? Я прихожу на работу раньше всех в 7 утра. Мне нужно встретить малышей, завести их в школу. Затем у нас очень насыщенный день. Мы гуляем, играемся, также учимся. Для этого нужно максимально много энергии. У вас есть какая-то форма для учителя? Потому что я смотрю, у тебя голый живот, рубашка такая модная, короткая юбка. Или, в принципе, ты можешь ходить в чем хочешь. Главное, чтобы тебе было удобно. Да, нам ничего не запрещают. Мы можем приходить на работу в чем хотим, лишь бы нам было удобно. Разве что нельзя прийти в пижаме. Я тебе скажу, сейчас такая мода, что даже если ты придешь в пижаме, в принципе, ты всегда можешь сослаться на то, что это модный дизайнер, и все, и никто тебе ничего не скажет. Мы считаем, что не вправе что-либо запрещать взрослым людям. Это нарушает права человека. Мы не обращаем внимания ни на стиль одежды, ни на пирсинг, ни на татуировки. Запрещены разве что оскорбительные, расистские или неприличные надписи на одежде или теле. От 3 до 6 лет малыши понемногу готовятся к школе. Помимо игр, уроков музыки и физкультуры, они изучают буквы, цифры, часто немного иностранных языков. Главное, чтобы учеба всегда проходила интересно и без стрессов. Помню, когда я училась в школе и были родительские собрания, мы так все боялись, потому что учителя рассказывали родителям все самое плохое, что мы делали. А здесь, на Канарах, не бывает родительских собраний, потому что с каждым родителем встречается учитель индивидуально. Красота? Общие собрания у нас проходят только в начале учебного года, где мы рассказываем родителям, что будут учить дети в этом классе. Все остальное общение проходит только между учителем и родителями конкретного ребенка. Информация по оцениванию способности ребенка строго конфиденциальна. Это даже не обсуждается. Обсуждать чужих детей при других родителях или детях строго запрещено. Если у ребенка есть проблемы с учебой или конфликты, я вместе с его учителями составляю специальный план и передаю его лично родителям, помогая семье адаптироваться и решить все проблемы. В конце каждого полугодия родители получают запечатанный конверт с детальной характеристикой их ребенка от каждого из учителей. Чаще всего обращают внимание на то, как ученик общается с другими, насколько легко воспринимает информацию, какое у него настроение, чем на сами оценки. По своему уровню образования государственные школы ничем не отличаются от частных. Государственные школы бесплатные, но родителям нужно оплатить за еду, если они хотят, чтобы ребенок питался здесь. Цены считаются в зависимости от дохода родителей. Если семья бедная, она ничего платить не будет. Если родители обеспечены, цена на обед в школе около 65 евро в месяц. Мы выбрали школу, которая, к сожалению, далеко от нашего дома. Она частная, и выбрали мы ее потому, что она очень просторная, красивая. Там есть свой сад. Само обучение совсем недорогое – 90 евро в месяц. Гораздо дороже еда в столовой. Я плачу 150 евро в месяц. Так как школа далеко, и мы бы не успевали на работу, если бы мы сами завозили детей, они ездят на школьном автобусе. А это также недешево – 70 евро в месяц. А у нас близнецы, еще и умножайте все на 2. Во всех школах на Канарских островах обязательно форма. Обычно это один комплект в спортивном стиле. У нас это белая или серая футболка и синяя юбка-шорты. Также нам советуют завязывать волосы лентой, чтобы выглядеть аккуратнее и чтобы не было вшей. С самого детства канарцы учат 4 языка. Родной испанский, немецкий, итальянский и английский. В средней школе мы уже выбираем, какой язык учить вместе с испанским. Малышам дают всего по чуть-чуть, а взрослые учат язык уже более глубоко. После школы канарцы часто выбирают посвятить свою жизнь профессии, связанной с природой, которая их окружает. Один из самых популярных факультетов в Государственном университете Лас-Пальмас – Институт океанографии и глобальных изменений. Это первое учебное заведение в Испании, которое готовит студентов с очень широким профилем знаний, связанных с океаном и экосистемой. Здесь изучают физику, химию, биологию, геологию, математические модели, все, что связано с водой и мировым океаном. Учеба здесь недорогая – 1500 евро за год. И эта сумма включает в себя полную страховку здоровья студента.
Если студент из бедной семьи не может платить за учебу, но при этом показывает хорошие результаты и высокие оценки, ему полагается специальная государственная стипендия. Она включает не только оплату за учебу, но и помощь с жильем, питанием и проездом в общественном транспорте. Важность будущей профессии студентов тяжело переоценить. С каждым годом океан становится все теплее. А с потеплением еще на 1,5 градуса вода затопит материк и существующие города и страны. Если ситуация в мире не изменится, с лица земли могут пропасть и Венеция, и практически целый штат Флорида. Без жилья останется больше 140 миллионов человек. Студенты исследуют и количество пластика в воде и с ужасом констатируют: даже дикие медузы, выловленные посреди Атлантического океана, мимо которых никогда не проплывала ни одна лодка, умирают именно от частичек микропластика. Пластик сам по себе не опасен. Он становится опасным, когда разлагается, так как выделяет токсичные частицы, которые отравляют воду и нас. Старайтесь не использовать пластиковые бутылки. Откажитесь от одноразовых пакетов. Помните, что частички токсичного микропластика содержатся в креме от солнца, практически во всех бюджетных средствах для лица и кожи, в макияже, особенно в блестках. Каждый раз, когда вы смываете с себя все это, микропластик уходит с водой в океан, отравляет рыб, отравляет нас. Старайтесь использовать только натуральные средства со значком, что они безопасны для окружающей среды. Безопасны для окружающей среды и дома гуанчей, коренных жителей Канарских островов, ведь живут они прямо в скалах. Никто не знает, откуда они появились. Версий миллион. От инопланетян до жертв кораблекрушений, сбежавших от пиратов. Ни мой отец, которому уже 93 года, ни моя бабушка, которая умерла, когда ей исполнилось 103, никогда и ни за что не рассказывали историю наших предков. Это всегда оставалось тайной. Племя гуанчи настолько овеяно мистикой, что когда я решила зайти в гости, на Канарах начался дождь. А плохая погода на островах бывает очень редко. Но впереди меня ждали еще более загадочные события. Вот смотрите, в таких пещерах, хотела сказать, раньше жили племена гуанчи. Но на самом деле сегодня они тоже живут в таких пещерах. Вот там просто ставят дверь и все. И вот так вот в пещерах вот они и живут. Ну, тепло, ветра нету, в принципе, как будто бы и хорошо. Но самое интересное, что когда-то очень давно, когда женщину должны были выдавать замуж, ее закрывали вот в такой пещере, не больше, представляете? И давали ей много-много еды, чтобы она постоянно ела. И она месяц жила вот в такой пещере. Ела, тут же спала, все делала только тут, вообще не выходила. Она должна была набрать 100 килограмм, должна была быть белокожей, поэтому было все закрыто, чтобы солнце не попадало. И через месяц, когда была полная луна, ее выпускали, отвели на море, помыли, ну, целый месяц человек сидел в пещере, и тогда за нее давали огромное приданное. Ну, конечно, большая женщина, 100 килограмм, белая кожа. Ой, я бы хотела тоже так пожить, чтобы меня кормили, ничего не делать. Боже, ну, в принципе, неплохо. И никто не говорил бы, что надо худеть, надо быть худой, стройной. О! В такой же скале живет Хосе Луис, который пригласил меня в гости. Но вместо радужного коренного жителя Канарских островов меня ждала мертвая мышь. Может, это какое-то поверье, что должна крыса лежать? Музыка, и вот это вот вход в пещеру, прямо хочется сказать, но это вход в дом. Вот так вот они живут, понимаешь? Как интересно. Как будто какой-то фонтан, алоэ. Ты видишь, всякие... Ты вообще попадаешь, как будто, понимаешь, в сказку какую-то. И главное, вот лежит. Может, она спит? Нет, не спит. Господи, господи, какой-то кошмар. Ола! Это я. Кто я? Уже как будто человек знает, кто я. Тут и крыса, спасите меня.
Знаешь, музыка встречает, собака на цепи встречает, крыса дохлая встречает, фонтан встречает, а хозяина нету. Ола! Может, его нет? Ну, мы договорились, что я приду в гости. Ола! На крысу не наступай, Саша, пожалуйста, господи. Так, ну что, ждем. Шел дождь, играла музыка, тихо лежала мышь. А Хосе Луиса все не было. Думаю, что крыса так долго ждала, чтобы ей открыли дверь. И вот что с ней. Я тоже могу такого конца дождаться. Долго ждать придется. Ну, никто не знает, сколько он тут лежит. Но музыка веселая. Здесь, в нашей скале, осталось всего 10 семей. Все уезжают, бегут в города. Наверное, скоро не останется никого. Раньше в скалах даже была школа, но из-за отсутствия детей ее закрыли. У оставшихся семей есть почти все для цивилизованной жизни. Электричество, вода и даже телевизор. Нет только интернета и любой мобильной связи. И нет Хосе Луиса. Пока в скалах есть жизнь. А вот еще в одном давнем и очень красивом помещении на Тенерифе нет никого. И все из-за неожиданных испанских законов. Когда-то давно гуляла такая болезнь – лепра. Это страшное кожное заболевание, которое очень заразно. И везде начали строить лепрозории для того, чтобы лечить этих больных. И тут, на Канарских островах, его тоже начали строить. Вот так долго строили, что его строили, но люди нашли вакцину, вылечили всех больных. И, в принципе, это здание, которое здесь строили, так никому и не пригодилось. Так и стоит бесхозная развалюха старая. Это помещение купили итальянские бизнесмены и хотели сделать здесь роскошный спа-отель. Компания заплатила за все около 17 миллионов евро. Но вдруг Испания приняла закон о запрете строительства новых туристических объектов и мораторий на продажу и использование земли, принадлежащей государству. Объект, к сожалению, заморозили. Ну, вот тут бы мог быть лобби-бар. Тут, возможно, бассейн. Вон там вход в спа-центр. Тут мог бы быть даже кинотеатр. Там дальше за ним ресторан, детская площадка. Там выход к океану. Красота. Но этого ничего тут не будет. А будет все вот так. Лепрозорий просто огромен. Здесь много жилых корпусов, часовня, госпиталь и крематорий. Не стоит приходить сюда одному. Хотя в большинстве случаев по заброшенным помещениям бродят туристы и подростки. На полу и стенах можно найти остатки странных оккультных ритуалов. Поэтому лучше уж вернуться к гуанчам. На следующий день дождь закончился, и Хосе Луис появился. Мышь переместилась в вазон, собака громко гавкала, и, как ни в чем не бывало, Гуанча пригласил нас в свою пещеру. В общем, ты тут живешь один, я правильно понимаю? Да, один. И жду гостей. К твоему приходу вот одел свой праздничный национальный костюм. А у меня тоже типичная национальная одежда. Так что это? Расческа? А, нож? А что ты им делаешь? Это нож. Такой носят все коренные канарцы. Обычная пещера состоит из нескольких комнат, соединенных между собой, а кухня и ванная в отдельной пещере. Значит, тут человек спит, так сказать, и потолки тут именно, ну, такие вот для карликов, для меня. Метла, видите, висит. И все побелено. Это ты сам белил эти стены или к тебе приходили люди специально белили стены? Понимаешь, нашим пещерам сотни и сотни лет, даже тысячи. Конечно, я провожу ремонты, все делаю сам. А на самом деле цвет стен другой. То есть, а дома у вас настоящие вот такого, да, цвета? Вот. А скажи мне, а когда дождь идет, у тебя нигде ничего не капает? Нет, что ты. Это идеальное место для жизни. Когда идет дождь, здесь сухо. Когда на улице жарко, внутри прохладно. Когда за окном холодно, у меня тепло.
И это без единого кондиционера, камина или печки. А скажи мне, а тебе тут не страшно одному жить? К тебе никто никогда в эту пещеру не хотел вломиться? Ну вот, кроме такого друга. Ты откуда взялся? Отвязался, ты видишь? Молодец. Он меня встречал, вот он радуется, ему нужны люди, конечно. Я же тебя привязал. Да, ты его привязал, он отвязался. Ты видишь, что происходит? Хотя кто тебе вломится в домик, если ты такой охранник, да? Но даже современные канарцы, которые не живут в пещерах, максимально пользуются тем, что им подарила природа. И в первую очередь это солнце, ветер и вода. Какие бонусы есть у людей, которые живут в самом солнечном месте на Земле? Хороший загар, витамин D, свежие фрукты – это все понятно. Но еще огромный бонус состоит в том, что люди очень платят мало за электричество. Не поняли? Я, честно говоря, сама тоже не поняла, почему так происходит, а? Что это за дела? Наша компания государственная. С помощью ветра и солнца мы обеспечиваем электроэнергией практически все острова. Наши солнечные батареи и ветрогенераторы вырабатывают целых 52 мегаватта энергии. Чем старше оборудование, тем меньше энергии оно вырабатывает. Но мощность растет с каждым годом в разы. Именно на Канарских островах возле Гран-Канарии установили первый в мире телескопический генератор. Один такой канарский генератор вырабатывает энергию для 5000 домов на островах. И это только начало. Хотя само оборудование очень дорогое, все окупается невероятно быстро. Даже старые ветрогенераторы и солнечные батареи, которые не такие мощные, полностью окупаются за 10 лет. А дальше уже идет чистая прибыль для компаний. Но не все было так солнечно в прямом смысле этого слова. Дело в том, что испанцы, а особенно жители Канарских островов, начали массово устанавливать солнечные батареи у себя дома. Так как здесь каждый день ярко светит солнце, а если его нет, дует ветер, жители перестали платить за электроэнергию вообще. У нас где-то 1800 солнечных часов в год. Для сравнения, в Мадриде или Барселоне рады, если солнце светило 1300 часов, а вот в Германии 800 часов солнца уже просто национальный праздник. И вот 5 лет назад в самом солнечном государстве мира появился один из самых скандальных законов королевства – налог на солнце. Это была из ряда вон выходящая ситуация. Самое обидное, что этот налог ввел министр, который сам был родом с Канарских островов. Все владельцы домашних солнечных батарей, даже самых маленьких, обязаны были платить налог на энергию, которую они получали бесплатно. Эти деньги должны были погасить долг государства перед большими компаниями, который составлял 26 миллиардов евро. К счастью, этот глупый налог был отменен 2 года назад новым правительством. Штраф за неуплату налога был просто космическим – от 6 до 30 миллионов евро. Сейчас, после его отмены, энергия солнца и ветра вернулась в дома и еще более активно используется в промышленности. Благодаря этому счета за коммуналку на Канарах в разы меньше, чем у испанцев, которые живут на материке. За наш огромный дом, где постоянно находится 4 взрослых и 2 детей, мы платим меньше 100 евро. Я некоторое время жил и работал в Мадриде, и за холостяцкую квартиру платил в 2 раза больше. Поэтому, хотя средняя пенсия на Канарах 840 евро, и это на 70 евро меньше, чем на материке, пенсионерам на жизнь хватает. Коммунальные платы ниже. Цены благодаря сокращенным налогам меньше, коммунальные платы ниже. Местные пожилые люди все так же продолжают ходить на пляж, читать книги, вставать гораздо раньше, чем в молодости, и с рассвета играть в домино на многочисленных площадях. Минимальная пенсия на Канарах почти 500 евро. Ее получают те, которые даже ни дня не работали. А вот как живут те люди, которые всю жизнь проработали и честно платили свои налоги, мы сейчас и узнаем. Марила – поэтесса и муза своего 79-летнего супруга Августина.
Практически все картины, которые писал художник, посвящены любимой. В декабре мы будем праздновать золотую свадьбу. 50 лет. Это так мало? Я считаю, что наша история любви только начинается. Марила и Августин словно подростки. Обожают друг друга и веселые вечеринки с друзьями. Каждые выходные они собираются за столом, чтобы обсудить последние новости, искусство, литературу и поиграть на гитаре. Ну а скажите, вообще вот на Канарских островах лучше жить до пенсии или на пенсии? Я считаю, что сейчас мы в самом прекрасном возрасте. Нам не нужно никуда спешить и бежать, но у нас много энергии. Мы гораздо умнее, все понимаем и принимаем. Я даже сочувствую молодежи. Сейчас именно мы золотое поколение. Золотые парни и девушки. Боже мой, какая красота! Я когда смотрю вот на таких счастливых пенсионеров, мне так хочется срочно выйти на пенсию. Боже, дождаться не могу, а мне еще ждать и ждать практически. Ну, Самый главный секрет в жизни – это делать то, что тебе нравится, что ты любишь. Это и счастье, и привилегия, но нужно именно этого добиться. Я всю жизнь посвятила себя искусству, я всегда писала, хотя издаваться и начала позже. Я была окружена искусством своего мужа, его картинами, нашими друзьями. Когда ты делаешь то, что ты любишь, ни один день не будет прожит зря. На солнечных Канарах совсем не думается о смерти. Даже кладбище находится в пешей доступности от океана или в тихой тени гор. Похороны здесь стоят от 237 до 508 евро. Но самые старые кладбища, построенные еще Наполеоном, уже заняты художниками, писателями и богачами прошедших лет. Это старинное кладбище первое на Канарских островах. Поэтому здесь уже давно нет места для новых могил. Чтобы быть похороненным здесь, нужно стать человеком очень важным для островов, чтобы было выдано специальное распоряжение. Среди Атлантического океана между 3 континентов затерялось 8 островов. Жизнь местных, как и их дом, окружена магией гор, океана и солнца. Здесь поздно просыпаются и до ночи болтают с друзьями, ловят волны и собирают экологически чистые продукты. Ведь, как призналась прекрасная Марило, жители Канарских островов разгадали секрет счастливой жизни. Делать только то, что ты любишь, и любить то, что ты делаешь. жители Канарских островов умеют радоваться солнцу и океану. Ну, конечно, такая красота, ведь тут можно в скалах жить, заниматься спортом прямо в океане, а телефон заряжать просто от солнца. И местные знают, что больше нигде на земле, а только на Канарах. Идеальный климат. У нас никогда ни жарко, ни холодно. Можно вырастить идеальный кусталоя, попробовать вино в Гуанчинче. Каждый день ходить на пляж Лас-Кантарес и просыпаться от пения птиц. Быть абсолютно счастливым. Жизнь других нас завораживает и впечатляет. И так порой хочется прожить свой день совсем иначе, как кто-то другой, а потом обязательно вернуться в свой привычный, уютный мир к родным и близким.